Да, эфир пошел. Коллеги, эфир такой нежданчик. Вообще-то, в первую очередь, это эфир для моих коллег, людей, которые работают в компании Vivasan. Этот эфир в первую очередь для вас. Поэтому если сейчас, в это раннее утро, в 9 часов утра, в субботу, кто-нибудь из вас включил свои компьютеры или смотрит нас с телефона, то есть меня с телефона, смотрит везде, где только можно, на Ютубе, естественно, на нашем сайте, в Фейсбуке, ВКонтакте. Вот идет эфир даже в Инстаграм, социальная сеть, которой приходится заниматься. Коллеги, так как я сейчас в двух, скажем так, ролях, и человек, который ведет прямой эфир, и техподдержка прямых эфиров, мне потребуется тут минутка-другая для того, чтобы просто запустить эфир на сайт. Поэтому, коллеги, не будем мы сейчас тратить время. Те, кто смотрит, да, Татьяна Панарина, привет, Татьяна, я вас вижу. Напишите, пожалуйста, как мне слышно, потому что я тут боролся в течение 15 минут со своим новым компьютером, но и так его и не заборол. Не скачивайте ничего из интернета на халяву, не надо. И не спешите никогда. Пожалуйста, пишите свои вопросы. Тема сегодня у нас будет онлайн-обучение, но начнем, пожалуйста, с следующего. Если вы работаете в компании Vivasan, напишите, либо пользуетесь продуктами компании Vivasan, напишите это в комментариях. Да, Татьяна написала, что слышно, но вот этот микрофон должен давать достаточно хорошее качество. Я прям буквально на секундочку сейчас скину ссылочку эфира на наш сайт, а вы, пожалуйста, пока не тратьте время, пишите, из каких вы городов и относитесь ли вы к Vivasan, работаете ли в Vivasan, либо просто пользуетесь продукцией нашей компании. Так, все, вот он эфир. Я сейчас его копирую и размещаю на наш сайт прямых эфиров. Во время обычных эфиров никто это не замечает. Я делаю еще тут несколько магических действий. Так. Угу. О, отлично. Все, коллеги, я возвращаюсь в Live Studio, включу сразу демонстрацию экрана. Вот я сейчас включу экранчик весь и покажу вам, как выглядит, вообще-то, как выглядит наш сайт прямых эфиров. Вот он выглядит вот таким вот образом. Здесь идет трансляция, я ее просто не запустил, чтобы не билось эхо. Это сайт, который мы сделали специально для того, чтобы проводить прямые эфиры. То есть это сайт, это то место, где мы встречаемся в интернете и где мы рассказываем о продукции компании Vivasan, о бизнесе с компанией Vivasan. Я сегодня буду рассказывать о обучающей платформе, которую мы сделали для людей, которые работают в Vivasan. Этот сайт очень простой, тут ни на что не отвлекается внимание, только вот на в данный момент вот этого лысого, непонятно постриженного человека, да? С этого сайта вы можете подписаться на наши новости. Вот видите, это окошечко выскакивает автоматически, появляется, если кто-то находится на сайте больше 30 секунд. Если вам нравится, чем мы занимаемся, если вы интересуетесь здоровым образом жизни, здравым образом жизни, подписывайтесь на нашу новостную рассылку, она абсолютно не напряжная, будет проходить какое-то у нас какое-то новое интересное мероприятие, вы просто получите приглашение на него, и все, мы вас не будем заваливать ничем. И на нашем сайте вебинарном есть вот такая вот форма обратной связи. То есть если у вас возникли какие-то вопросы, вам требуется какая-то дополнительная консультация, вы хотите продолжить разговор по тем вопросам, которые поднимались на вебинаре, либо вы сами хотите выставить на вебинаре, заполните вот эту форму, с вами свяжутся и обсудят. Вот что из себя представляет наш вебинарный сайт. Так, я возвращаюсь снова в нашу студию. Алина Марченко, привет. Татьяна, привет. Вот два человека, два самых таких ответственных человека сейчас у нас пишут комментарии. Спасибо вам, что вы есть. Итак,
Кто я, о чем прямой эфир. Я вообще-то немножко написал в описании, о чем сегодня будет. Но вначале кто я. Я Игорь Черноусов, я работаю техническим специалистом в офисе Vivasan Воронеж, конкретно, думал, как это правильно сформулировать, конкретно работаю на Ольгу Шерешеву, генерального директора компании Vivasan. Она все время обижается, когда я такое представляю, там как-то это по-другому должно звучать, но я работаю в офисе и помогаю, чем могу, нашей замечательной компании. Вот сегодня сразу хочу сказать, я не буду делать призывов. Ребята, подписывайтесь в Vivasan, потому что у нас самый лучший продукт, там у нас самый классный человечный маркетинг-план. Я этого делать не буду, потому что я это уже, и так сказал, и все, кто пользуется, и так все это знают. Я сегодня с вами поговорю о именно онлайн-обучении. Это та тема, которой я занимаюсь вообще, наверное, всю свою жизнь сознательно я занимаюсь обучением. Вот. И поговорим о, конечно, бизнесе, потому что люди учатся для чего? Для того, чтобы потом эти знания монетизировать, правильно? То есть зачем учиться, если потом на этом не заработать деньги? То есть поговорим о бизнесе немножко. И так как Vivasan это все-таки MLM-компания, я, например, рад, что я работаю в MLM-компании, я начну именно со своего видения, что такое MLM и почему людей, которые пришли в MLM, необходимо учить. То есть, возможно, для кого-то вот то, что я сегодня скажу об MLM, будет не совсем в тему того, что, например, говорят другие. Поэтому послушайте, выскажу именно свое мнение. Ай, зря, наверное, отключил, ну ладно. Итак, если понятно, что сегодня мы будем обсуждать, если у вас есть какие-то вопросы, я вижу, что все-таки 4 человека нас все-таки упорно смотрят, и это почему-то только контакт. Я удивлен. Нет, естественно, YouTube. Значит, нас, в принципе, сейчас в это раннее утро смотрит целых 5 человек. Это говорит о чем? Что нужно заниматься продвижением прямых эфиров. Я вообще этим сегодня не занимался. Я пытался убрать в комнате и вот начать хотя бы первый прямой эфир, который я так долго откладывал. Итак, говорить мы будем максимум час, потому что трансляция, как я сказал, идет в Инстаграм, и через час все это дело сразу же умрет. После официального часового эфира я поговорю с теми людьми, которые находятся в нашем замечательном чате. Вот поставлю сейчас, чтобы видеть, как это все в Инстаграм выглядит. В принципе, выглядит как-то... Куда мне лучше? Вот сюда, наверное, отойти. Вот так вот отойду. Все, окей, Москва, привет. Значит, MLM. К сожалению, вот это слово MLM, multi-level, многоуровневый маркетинг, сокращение английское MLM, оно для многих людей является пугающим. Вот, хотя так могут говорить или пугаться, или стесняться, или там как-то отгораживать себя от MLM люди, которые вообще не понимают, зачем это все сделано было. Я вам могу сказать, что MLM – это реально пик развития маркетинга. Вот недавно видел хорошую рекламу, я с ней полностью согласен, то есть неверный маркетинг убивает ваш бизнес. Вот если ваш бизнес развивается по принципу MLM, то есть многоуровневого маркетинга, ваш бизнес развивается быстро. Почему? Я был владельцем бизнеса, и любой здравомыслящий человек, у которого есть свой бизнес, есть своя услуга какая-то, либо есть свой товар, который он производит или просто продает, любой владелец бизнеса очень хочет, чтобы к нему шли клиенты, чтобы была реклама, и его товар и услуга была востребована. Это прям вот все хотят. Этого хотят однозначно все. Люди, которые немножко дружат с мозгами, они понимают, что разовые продажи – это не очень интересно. Для нормального бизнеса, который зашел на рынок надолго. То есть нормальный владелец бизнеса заинтересован в том, чтобы люди к нему возвращались, чтобы была команда. Это тоже многие, кто в бизнесе, кто учился, кто понимает бизнес, это тоже достигают. А вот третий уровень достигают крайне не все, то есть далеко не все. Это уровень, когда ваши клиенты начинают рекламировать ваш бизнес. Вот если человек так вот выстроил свою политику, то вот эти вот все 3 этапа он может пройти, но может пройти через какое-то время.
То есть требуется время, когда человек все эти 3 этапа внедрит в свой бизнес, и он у него начнет тогда развиваться. Смотрите, что такое MLM. MLM – это вот это все эти 3 ступени человек получает сразу, прям при старте своего проекта. То есть любые стартапы, которые начинают развиваться по принципу MLM, они развиваются очень быстро. Почему? Потому что колоссальное количество людей начинают рекламировать продукт и услугу. Они являются рекламными агентами этого бизнеса, понимаете? Владелец бизнеса снимает с себя очень много проблем, связанных с рекламой. То есть этим занимаются другие. Он ориентирован на то, чтобы заниматься продуктом, который он продает. А рекламой занимаются его клиенты, которые являются не просто клиентами, а его рекламными агентами. Вообще сказка. Причем эта реклама целевая, то есть что значит? Я не просто выкидываю деньги на рекламу и думаю, сработает она или не сработает. Нет, я плачу людям за ту рекламу, которая реально сработала. То есть человек что-то прорекламировал своим друзьям, знакомым, они пришли, купили, да, вот тогда я с этим человеком, который прорекламировал продукт мой либо услугу, я с ним рассчитался. То есть я его тоже мотивировал, потому что любые действия, которые делает человек, они должны делаться не просто за спасибо, не то что из какой-то там душевной симпатии. Нет, за это нужно людям реально платить деньги, чтобы выстраивать долгосрочные отношения. И вот MLM это сразу все дает. Вот почему, например, сейчас многие бизнесы, ну, мягко говоря, не айс начинают работать. Я не говорю про то, что творится в стране, у нас всегда все интересно. Да потому что, понимаете, люди перестают вообще реагировать вот на ту рекламу, которая их окружает. Ее настолько много. Ну, Оксана, добрый день. Что за темка? Нет, темка у нас онлайн-обучение. Там в описании все-таки немножко написано, ВКонтакте все это обрезается, сорян. Мы говорим об онлайн-обучении для MLM. И вот, понимаете, реклама перестает работать, потому что она реально достала. Вот реально достала. Куда ни зайти, везде реклама, и она либо не воспринимается, либо, ну, скажем так, вызывает вообще раздражение какое-то. В лифт зашел, и там опять же реклама. Поэтому что делают люди? Они начинают привлекать, владельцы бизнеса, они начинают привлекать для рекламы, ну, то, что называется селебрити, либо известные люди. То есть это те люди, которые либо знакомы большому количеству людей и почему-то им доверяют. Но им доверяют только потому, что их знают. И вот такая реклама начинает работать. Давайте вернемся к MLM. Там как происходит реклама, как производится реклама в нормально работающей MLM-компании. Рекламируют люди, которые, во-первых, сами пользуются этой продукцией, и они рассказывают о том, что они достигли, опять же, людям, которые их знают. Ну, то, что называется список знакомых, да. То есть мы говорим о ваших знакомых, о тех людях, которые вас знают, которые, в принципе, вас не пошлют, выслушают. Если, конечно, вы правильно выстраиваете рекламную кампанию. А вот что значит неправильно выстраивать рекламную кампанию, я тоже сегодня об этом скажу. И идея вообще-то MLM – это вообще прекрасная идея. И если мы сейчас с вами посмотрим, то я вам могу стопроцентно уверенно сказать, что 100% интернет-проектов это проекты, которые быстро развивающиеся, они все используют принцип MLM. Потому что MLM – это не бизнес, это принцип развития или схема развития бизнеса. То есть как вам понятнее, так и говорите. Вот. И я уважаю те компании, которые честно и откровенно говорят, мы там MLM-компания, и как не стесняются этого, потому что это реально круто, это просто великолепная идея. То есть до этого, ну, круче MLM никто пока еще ничего не придумал, чтобы быстро так развивать бизнес. Вот. Кто-то честно говорит, что они MLM-компания, кто-то начинает мутить, там что-то прятаться, потому что MLM, к сожалению, из-за неверной рекламы, они просто-напросто многих отпугнули. Кто-то начинает называть себя инвесторами, хотя, ну какие вы нахрен инвесторы, вы вообще понятия не имеете, что это такое, да? Ваша компания чистая MLM, компания, которая выстраивается вокруг интересного, скажем так, бизнеса и инвестиций, да? Кто-то называет себя там, я не MLM предприниматель, я там
менеджер по продаже недвижимости. Опять же, да блин, ну ребят, ну какая вы недвижимость, да, если вы выстроили схему развития вокруг какого-то продукта, например, покупки недвижимости где-то, там где-то в Европе, все этого хотят, да, ну многие хотят, да, и вокруг этого выстраивается MLM-компания. Продолжать дальше не хочу. Вот, кстати, сейчас возможно, для кого-то будет, ну, кто-то сейчас со мной будет спорить, кричать: нет, Игорь, такого нет. Вот моя любимая тема в интернете, и не только моя, то есть большинство людей, которые зарабатывают в интернете деньги и зарабатывают их на автомате, все же хотят на автомате, это люди, которые работают в партнерских программах. Вот все, кто занимается партнерками, ребят, ну давайте честно скажем, вы все, блин, MLM предприниматели, только у вас не мультилевел, а у вас one level, то есть вы с одного уровня получаете деньги, и чаще всего только с разовой продажи. Вот, поэтому вы работаете в MLM-компании с очень хреновым, ну, так честно сказать, с очень плохим и нечеловеческим маркетинг-планом. Потому что вам приходится впахивать. И если вы впахиваете, вы что-то получаете. Ну, потому что вы собираете только с одного уровня, и только один раз, понимаете. Но большинство партнерок работает так. В MLM те, кто понимает, что продажи – это все-таки не самое главное, главное строить команды, структуры и учить эти команды, вот те, конечно, вот реальные деньги зарабатывают. Вот. И почему же, если так все это хорошо, почему на MLM так вот, блин, все плюются? Ну не все, но многие плюются. Ну потому что, опять же, вот давайте вернемся к моей любимой теме партнерские программы. Вот если вы хотите стать партнером какого-то серьезного продукта, какого-то серьезного бренда, ну то есть те люди, которые вошли не на 3-4, не на 5 месяцев, чтобы там что-то продать ненужное им, да, и потом оп, свалить и опять выйти с другим продуктом. Вот такие партнерские программы берут всех. Вот пофигу вообще, можешь, не можешь, ребят, мы тебе иди к нам, ты нам нужен, мы тебя именно ждем. Но те, кто зашел на рынок надолго, они не всех подключают к своей партнерской программе. То есть, чтобы ты стал партнером, чтобы ты начал рекламировать какой-то продукт, тебе задают вопросы: а есть у тебя опыт в партнерских продажах? Откуда ты будешь привлекать клиентов, блин? Если ты на все вопросы говоришь: я не знаю, я не могу, тебе говорят: до свидос. Почему? Да вот только потому, что вот эти вот люди, которые никогда ничего никому не продавали, даже ни трусы, ни часы, то есть, ну нет у них опыта продаж, нет у них опыта рекламы, ну ни хрена у них нет, кроме одного: я хочу деньги, но вот чтобы я пришел, там где-то посидел, да, и вы мне заплатили. Вот люди с таким подходом, когда они начинают заниматься бизнесом, а все-таки, когда вы начинаете работать на себя и не с какой-то фиксированной зарплатой, а сколько набегал, столько и получил, да, это бизнес, понимаете, это дело, это оплата за результат. И вот когда люди с непониманием, что прежде чем что-то сделать, нужно вложиться деньгами, временем, да, получить какой-то навык, а потом его монетизировать, а люди хотят по-простому, они пришли там и начинают что-то рекламировать. Вот это называется полная, извините, опа. Вот такие люди, вот с такой вот замечательной рекламой, в кавычках, даже не в кавычках, а там вообще в круглых, блин, квадратных скобках, и еще там перечеркнуто 10 раз. Вот их действия, они только вредят. Вот эти люди, по большому счету, из хорошего, из прекрасного слова, из прекрасной идеи MLM, они просто ее сговняли ну, вот в никуда. Почему? Потому что если ты сам не пользуешься продуктом, как ты можешь о нем нахрен рассказать? Но это сразу видно, что человек даже не получил никакой пользы от того, о чем он идет рассказывать. Да? То есть если ты еще денег не заработал, и вообще ты никогда по жизни не зарабатывал никаких денег, что ты идешь своим знакомым рассказывать о бизнесе? Да какой ты бизнесмен, у тебя нет ничего. И вот тогда людей просто начинают конкретно и посылать. Да? И вот если партнерские программы, серьезные партнерские программы, они берут не все, да, плюс они что делают? Они людям, которые пришли рекламировать их продукты и услугу, они дают то, что называется промо-материалы. Значит, вот тебе картинки, вот тебе видео, вот тебе картинки для твоих сайтов, ну, в зависимости от того, откуда ты ведешь людей, пожалуйста, используй их, да, мы это все утвердили, рады за тебя, трудись, да. То
То есть, смотрите, подготовленные люди уже получают, даже подготовленные люди получают готовые материалы извините, ой, надо больше спать. Утренний кофе, но это какой-то чай с травой, что сюда бородатый мудрец накидал, понятия не имею. Ну, думаю, доживу до 12. Вот даже подготовленные люди имеют все необходимое для того, чтобы начать работать. Что мы видим в MLM? Люди понятия не имеют ни о чем, да? Вот вообще вот реально ни о чем. То есть только хотят что-то заработать, да, не умеют ничего в основном делать, да, не имеют никаких рекламных материалов, и они начинают продавать. Ну и, например, им же кто-то сказал, что в интернете-то продавать легко и просто, да, и вот из интернета можно людей пачками тянуть, да, и вот эти люди начинают, что-то делать. Выкладывать, например, картинки какие-то кривые, либо скопированные с какого-то официального сайта в лучшем случае, да, там белый фон и баночка какая-то, да, вот они выложили такую картинку, там написали там что-то, да, и вот считают, что вот за этой, вот извините, за этой кривизной, да, и за этим убожеством люди должны, которые видят это, они должны увидеть за этим какой-то очень кальственный европейский продукт. Но извините, чудес не бывает, вот за всем убожеством люди и видят убожество. И у людей начинается такое четкое ассоциирование. Значит, если у них реклама, извините, Г, значит у них и продукт полное Г, понимаете? Вот, ну это вот нормально сейчас. И потом людей крайне сложно переубедить. Как быть, что делать? Да, народ, все очень просто. То есть, если вы привели кого-то в свою компанию, этих людей надо учить. Вот если вы с этим согласны, ну, вас тут не так много, но все-таки вы же есть. Не, вас стало больше, блин. Да, вас стало больше. Перископ проснулся. Ребят, я не вижу, что вы пишете на перископе. Я понимаю, что вы сейчас там опять что-то говорите, с кем-то разговариваешь. Народ, вещание идет на 17 площадок, да. Ваш перископ – это одна из них, поэтому я не могу видеть, что вы пишете, к сожалению. Я могу видеть, что пишут ВКонтакте, на Ютубе, на Фейсбуке. А что-то на Фейсбуке у нас сегодня вообще никого нет. Туда трансляция не идет. Да, вот это вот печалька. Значит, будем общаться с людьми, которые у нас только на Ютубе и которые сейчас смотрят в моем контакте. Коллеги, пишите что-то, во всяком случае напишите, согласны вы с этим или нет, что людей, которые приходят в MLM, надо учить, либо у вас есть какой-то другой метод, как людей, новичков вводить в бизнес. Я вот честно говорю, я других методов не знаю. Вот. И мы сейчас медленно, но уверенно, медленно, но все-таки уверенно подходим к основной теме нашей сегодняшней встречи. Это онлайн-обучение. Но это вот то, чем я занимаюсь. Не занимаюсь, хотя есть какие-то другие задачи. Сейчас еще немножко хлебну, извините, пить хочется. И кто-то тут активно нам написывает, точнее мне в WhatsApp. Вау. Так. Ничего не понимаю. Ладно. По теме все пишут, конечно, вовремя. Так, вот Алина пишет, да, согласна, спасибо, Алина. Татьяна тоже пишет, да, надо обязательно. Ну, во всяком случае, кто-то со мной согласен, это уже хорошо, но все, кто приходил в какую-то MLM-компанию, однозначно сталкивались с проблемой, то, что люди не знают, что им делать. А когда вот процесс регистрации прошел, люди еще на каком-то энтузиазме. Вот не зря там говорят о быстрых стартах, там, о первых 30-60 днях. Почему? Потому что в это время человек еще что-то реально хочет делать. И если человеку не дать четкую, понятную схему, что нужно делать, вот человек просто тупо сливается. Сейчас очень много MLM-компаний создали свои обучающие платформы. Очень много. Вот. Прежде чем делать что-то для нашей структуры, то есть для структуры Ольги Васильевны Шерешевой, я очень много платформ посмотрел. Я сейчас их не буду перечислять, но я их посмотрел. И вот такое краткое резюме. Ну, не только потому, что я просмотрел, а ту рекламу еще, какую я видел. И
присутствовал на продающих вебинарах этих людей. То есть я так походил, проанализировал, потому что прежде чем что-то делать, нужно посмотреть, а что вообще есть на данный момент на рынке. Да? Я это посмотрел и понял, что, блин, ну нифига практически из того, что предлагается, меня не устраивает. Я вам сейчас объясню, почему. Вот какие проблемы онлайн-обучения, с моей точки зрения, возможно, вы согласитесь. Проблема номер один. Вот сейчас этих людей прям стало очень много. Это люди, которые уже давно не работают в MLM-компании. Ну, давайте честно говорить. Да, вы были когда-то, блин, MLM-предпринимателями. Да, возможно, и многие из вас что-то в MLM-компаниях получили. Но сейчас эти люди не работают в MLM. Сейчас они учат MLM-предпринимателей, как привлекать людей в MLM-компании. Понимаете, что происходит? Происходит, блин, извините, вот это вот реальная жизнь, а вот это вот где-то там внизу, это я. Я уже понятия не имею, что вообще сейчас реально происходит в жизни. Но это вот пример, как в институте, да. Я учился в техническом вузе, у нас были замечательные педагоги. Вот очень многим этим людям я просто вот благодарен. Но когда я пришел на производство, первое, что мне сказали, это вот не шутка была, это реально было сказано. То есть мы пришли в профильный цех, вышел там самый умный человек, там дали, вот мы тебя отличников привели, он нас так посмотрел и сказал: ребят, забудьте вообще все, чему вас там учили. Но мне было это просто сделать, потому что я там как-то особо ничего и не слушал, да, я прям забыл легко. Но за наших отличников мне было вот реально обидно, потому что люди тратили колоссальное количество времени, изучая всю эту теорию, которая нафиг не нужна оказалась на практике. В жизни все совершенно по-другому. Вы поймите, что когда ваша целевая аудитория MLM-предприниматели, это люди, которые хотят научиться, их легко собирать вот в эти кучки, да, рассказывать им сказки, что миллион клиентов за один день, Вивасан, я видел рекламу этого, блин, человека, вот слов нет. Понимаете, я даже не хочу комментировать это. Я не хочу говорить, что никакие это не клиенты. В лучшем случае это кривые лиды, там, которых вообще там не обработаешь. И понимаете, если человек может делать миллион клиентов в день в какую-то MLM-компанию, он уже не занимается никакой рекламой. Понимаете? Это уже бред полный, понимаете? Если я могу привлекать миллион человек в день в MLM-компанию, либо последнюю его рекламу видел, он так раз циферку убрал, там 50 человек в день, так миллион 50. Опа, все, я понял, что тут я вообще уж лоханулся. Но вот 50 человек в день в MLM-компанию. Если вы можете делать 50 человек в день, зашибись. Но я имею в виду вы. Вот в первую линию 50 человек в день. Класс, но чаще всего этих денег более чем хватает. Люди, которые сейчас дают такую рекламу, они уже не привлекают в MLM-компании, они привлекают на свое обучение. И основной их заработок это обучение. То есть это уже не MLM-предприниматели. То есть это инфобизнесмены, которые торгуют своими знаниями, в большинстве своем не очень качественными. Но об этом не буду оценивать их курсы, да, но это и есть первая проблема. Вторая проблема, конечно, то, что люди почему-то считают, что учить это просто, блин. Вот понять этого я вообще не могу. Я много чего не могу понять по жизни, но вот понять, почему люди считают, что учить это просто, вот хоть убей, не могу. То есть я тогда не понимаю, зачем у нас пединституты, где учат так же, как врачей по длительности, понимаете? Но тоже, кто когда-то сам учился, однозначно видели, что есть люди, которые знают предмет, но не могут его донести, не могут рассказать, понимаете? То есть вообще-то педагогика – это от природы. То есть, если ты можешь человеку внятно объяснить, и он это понял, да, тогда да, ты можешь называть себя педагогом. У нас вот какой-то успех он получил, он даже не понял, как это он сделал, да, он в него там как-то выстрелил. Все, человек идет учить, он стал Макаренко, да. У нас, конечно, Россия, у нас все знают, как играть в футбол, как руководить страной, и у нас все всегда кого-то учат. Это считается нормально. Но, пожалуйста, запомните, что самые страшные ошибки – это ошибки педагогов. Вот у меня был период, да, я тут помогал людям возвращать деньги от одного такого учителя, да, не буду называть его фамилию, потому что я все время его
коверку, я его называю кретинином, но у него другая фамилия, да. И вот почему я этим занимался? Потому что я общался с адекватными людьми, и мне одна женщина сказала, вообще очень умная женщина, блогер, да, она говорит, знаете, Игорь, вот я потом полгода вообще не могла ничего делать, потому что я считал, что я дура дурацкая. Почему? Потому что, понимаете, когда обучение – это набор непонятных, ненужных знаний, человек вообще вот его давит вот эта вот непонятность какая-то. Он не понимает зачем, он половину не понимает зачем, он не понимает как, и все, у людей просто опускаются руки. И вот еще одна из проблем – это проблема эти ненужные знания. Ну, тут можно их в большие кавычки, конечно, взять. Любые знания, они являются нужными, но если мы говорим о людях, которые приходят там, в MLM-компанию, они хотят быстро выйти на результат. Они хотят не просто знания, а те знания, которые приведут к результату, а результат – клиенты. И если человек получает другие знания, он, думает, да ну это столько времени, да я не разберусь, и все. И вот ну и нафиг. Поэтому что очень часто происходит с обучением в интернете? Я вот вам сейчас приведу такой пример, вот может быть вы когда-то не задумывались над этим. Скажите, пожалуйста, или напишите, кто видел людей, которые выходят на улицу и так, там 30-50 тысяч рублей так в народ, так прям вот на остановке вышел, так фу, там полтос, там людям все, там все в народ. Я не знаю, я, может, в Воронеже, может, я живу не в том городе, я в Воронеже живу. Но вот я почему-то на остановках и вообще в общественных местах таких людей не видел, даже в очень пьяном состоянии. То есть люди деньги на ветер не кидают в реальной жизни. Но в интернете, покупая курсы по 30, по 50 и более тысяч рублей и бросая их нафиг на половине или там в самом начале, это считается вообще нормальным. То есть, ну, представьте, человек заплатил 50 тысяч рублей за то обучение, которое он считал, что ему очень нужно, да, и потом просто взял его и бросил. Почему я это говорю? Ну, потому что вот тот человек, который так регулярно этим занимается. Я считаю, что вот этот курс мне нужен, этот человек мне нравится как педагог. Надо покупать его тренинг, чтобы, ну, честно учиться, потому что на халяву знания не даются, то есть нужно что-то вкладываться. Посидел, почитал, думаешь, блин, да зачем мне все это? Вот, ну и кирдык, и бросил. Поэтому вот это еще одна из проблем, что люди не понимают, зачем их учат. То есть они не видят, ради чего они учатся. Очень много знаний, они заваливаются, то есть знания не структурированные, то есть, как вот мне тут бородатый мудрец сказал, люди просто не могут собрать эти знания в единую цепочку и начать ими пользоваться. Даже те люди, которые прошли курс или тренинг до конца, они что-то получили, вот в мозгах у них что-то накопилось, да, но как этим пользоваться, человек не понимает. Ну не понимает. Ну, вот так вот. Что быть, как делать? Вот Алина пишет, я таких людей многих знаю, купили курсы, потом что-то не получилось и забрасывают. Да, ну я вам могу сказать, что у меня был период, когда я занимался инфобизнесом, мы продавали курсы, да, и прям такая статистика. То есть люди покупают курсы, где-то 50% бросают. Представьте, 50% людей, заплативших деньги, они бросают это дело. То есть они не доходят до конца курса. Поэтому вот сейчас все, кто занимается обучением профессионально, они используют различные там какие-то игровые методики, там прошел урок, тебе там плюшечка, там собрал много плюшечек, потом купи еще что-то у меня же, да, на эти плюшечки. Ну, то есть, чтобы было такое состояние игры, состояние нужности. Да, или вот перескакивают с курса на курс тоже. Я здесь полностью согласен, потому что одно купил, блин, а вот ну, потом пришел к нему на другой вебинар, потому что прямые вебинары – это все-таки продажи, прям послушал что-то новое. Вот почему у меня не получается. У меня вот этого курса нет. Все, я иду его покупать, и вот он у меня еще одной кучей лежит там. И я их так складываю, думаю, что каждая покупка делает меня умнее. Она нифига меня умнее не делает, она делает меня беднее, потому что я деньги выкидываю и не пользуюсь этими знаниями. Поэтому, коллеги, как быть, что делать? Приведу не свой пример, приведу пример человека, ну, который лично для меня, ну, я со многими людьми, которые грамотно ведут обучение, сталкиваюсь. И вот
после, опять же, какого-то периода переговорил с Сергеем Костенковым, это бойлерная, то есть человек занимается продажами, то есть отделами продаж. Для меня это было одно время очень актуально, и сейчас, в принципе, тоже нужно. И вот что сейчас делает Сергей? Они не учат никого. Ну вот реально не учат. Они просто берут конкретный отдел продаж и доводят его до результата, понимаете? То есть это не совсем обучение, это совместная работа, вывести людей на результат. Они, когда заключают договор, они говорят, вот, ребята, вот через 1,5 или 2 месяца, когда мы с вами закончим работы, вы получите 30% увеличение ваших продаж. То есть ваш отдел продаж начнет работать минимум на 30% эффективнее. То есть людям, бизнесменам, им некогда учиться, им нужен результат, понимаете, им нужна какая-то практика и конкретные результаты. И поэтому Сергей и Бойлерный, они вот это дают, то есть они людей практически тянут их, делают многое за них, конечно, люди тоже с ними вместе работают. То есть это получается такая совместная работа, совместное делание. Что сделали мы? Я не скажу, что мы сделали то же самое, нет, но мы сделали вот такое. Сейчас включу вам демонстрашечку и покажу вам. Угу. Это поменьше, так это побольше. Вот. Я вам сейчас покажу страничку нашей обучающей платформы. Так. Ну да, зайду даже на нее покажу. Значит, вот наш замечательный командный сайт с очень простым названием zkbv.ru. И вот с этой странички вы можете попасть куда угодно, в том числе на наш тренинговый центр. То есть на новости наши можете подписаться, в тренинговый центр наш попасть на наши прямые эфиры, вот на тот сайт, который я вам показывал, вот на этот сайт. И можете еще узнать об услуге на Биопульсар. Но нас сейчас интересует тренинг-центр. Нажимаю «Перейти». И попадаю вот сюда вот. Вот это страничка нашего тренинг-центра. Здесь, на этой странице, вы можете узнать, что мы сделали, для кого мы сделали, из каких частей это состоит. И внизу, в самой низу странички, посмотреть, как это работает, я сегодня тоже об этом немножко скажу. И самое главное, зарегистрироваться, потому что после вчерашнего разговора я взял и немножко дополнил, сделал максимально понятный, что людям надо делать для того, чтобы зарегистрироваться. Доступ к платформе мы даем всем, он абсолютно бесплатен. Почему? Потому что наша платформа состоит из 3 частей. То есть первая часть – это ознакомительная часть. Это часть, доступ к которой мы открываем любому желающему, то есть к любому человеку, который увлекается здоровым образом жизни. То есть сейчас очень много различной рекламы, как я говорил, разных продуктов, да, но эта реклама чаще всего обезличенная. То есть в нашем учебном центре люди, которые пользуются этой продукцией, люди, которые получили результат от использования этой продукции, рассказывают о ней. То есть у нас есть несколько видеоуроков, конкретно их на данный момент 17, задействовано целых 15 человек. Вот на данный момент, скорее всего, количество этих уроков и людей, которые подключатся к написанию их, будет увеличено. Если вы интересуетесь качественным продуктом, если вы хотите узнать больше о компании Vivasan, о маркетинге, пожалуйста, заходите, регистрируйтесь и в удобном вам формате, в формате видео, короткие видео, просматривайте то, что мы для вас собрали. Вот этот курс, он для всех, для того, чтобы понять, что мы, кто мы. Здесь уроки от самого президента компании, от нашего генерального директора и от наших ведущих менеджеров. Этот курс никому, ни к чему не обязывает. Это больше такой информационный, ознакомительный курс. Основная, конечно, часть – это часть практическая реализация уроков нашего президента. Вот фотографию вы его прям видите, нашел самую классную, которая мне больше очень понравилась. Что мы сделали? Наша платформа, которую я называю обучающей, но вот та часть, которая именно практика, я не могу ее назвать обучением. Я ее назвал, вот как тут написано, это инструкция по эксплуатации. Вот представьте, да,
Чем отличается учебник от инструкции по эксплуатации? То есть учебник – это много таких умных слов, которые прям очень хороши, но это все общее и ну, для общего развития. А инструкция по эксплуатации – это конкретные шаги к действию. Вот вы купили, например, стиральную машину, да, и чтобы она начала стирать, нужно нажимать на нужные кнопки. Вот наша сейчас платформа – это инструкция по эксплуатации, как привлекать клиентов в компанию Vivasan. То есть здесь нет каких-то общих слов. Мы реализовали конкретную схему, о необходимости построить который говорит президент в своих уроках. Вот второй, третий, четвертый урок нашего президента, который находится на платформе, как раз и рассказывают, как выстраивать структуру, как приглашать людей на презентации, а построение структуры, оно сводится по большому счету к одному. Проводите качественные презентации, интересные презентации и привлекайте на эти презентации людей. То есть вот такая классическая схема, лучше которой, ну, например, для того, чтобы рассказать о продукции и об услуге, ее сложно придумать. То есть вы встретились с компетентным человеком, который разбирается в чем-то конкретном, и он вам все очень грамотно рассказал с примерами, ответит на все ваши вопросы. Это и называется презентация продукта либо бизнеса. И мы взяли, реализовали эту стопроцентно работающую идею в интернете. Вот посмотрите, как работает наша вот эта схема. Вот здесь она представлена прям по шагам. То есть вы проходите бесплатную регистрацию на платформе. Шаг номер 1. Вы получаете доступ к личному кабинету. Личный кабинет – это возможность использовать все инструменты. И первый инструмент – это пройти вот такое обучение, то есть познакомиться с нашей вводной частью, изучить уроки о продукции, о компании, потому что ну, вы не сможете грамотно людей привлекать, если не знаете на что и куда. Второй, то есть третий шаг, вы изучаете именно конкретные инструкции, что нужно делать, и начинаете эти инструкции воплощать в жизнь. Вот дальше все уже конкретные шаги по действию. Но я говорил, что чтобы что-то рекламировать, нужно иметь промо-материалы, то есть качественные картинки для социальных сетей, видео, тексты постов и так далее. И вот сейчас у нас такое есть. То есть мы сделали специальный чат, в котором разрабатываем качественные картинки, качественные видео, то есть используем для этого профессиональные сервисы, и потом то, что мы делаем, мы обсуждаем. И вот все наши результаты, весь наш этот рекламный контент мы складываем на облако и даем доступ новичкам для того, чтобы они уже ничего сами не создавали, а просто брали, пользовались и более эффективно работали. Вот, значит, после того, как человек изучил вводную часть, ознакомился с инструкциями, а к этим пунктам необходимо будет возвращаться по ходу работы, что человек начинает делать? Он подключает в своем личном кабинете сайт с презентациями. Ну, это тот сайт, который я вам показывал. Вот этот вот сайт, вот он его подключает, каждый получает на этот сайт свою личную ссылку. Потому что приглашая на этот сайт, вы как бы приглашаете в единое место, но приглашаете по своей персональной ссылке. И что вам это дает? Вам дает следующее, что те люди, которые заинтересуются презентацией, заполнят вот эту вот форму, вы контакты людей, заполнивших эту форму, получите лично в свой личный кабинет. Лично в свой личный кабинет — тавтология. Но то есть, раз вы приглашаете, вы получаете контакты. То есть аналог того, что вы взяли человека, привели за ручку в офис на презентацию, да, но это ваш человек, и вы дальше с ним продолжаете работать. Все, что идет дальше у нас по цепочке, это как приглашать людей на этот сайт. Вот вся наша практическая часть, то есть курс практической реализации уроков президента, она рассказывает о том, как, например, людей переводить из социальных сетей на сайт, используя для этого рекламный пост на личной страничке, либо в группах.
Следующее, что вы можете делать для того, чтобы приглашать людей, вы можете использовать личные приглашения. Вот как это правильно делать в социальных сетях, тоже об этом конкретный видеоурок, рассказывающий, как людей приглашать в личной переписке на сайт. Но здесь мы предлагаем приглашать людей непосредственно в комнату Zoom. Как проходят наши эфиры, вот эта вся внутренняя кухня тоже рассказана, я не стал ее отображать на этой схеме, потому что это дополнительные уроки. Вот. Когда вы начинаете работать, вы подключаетесь к нашим чатам поддержки, вот там, где мы общаемся, помогаем друг другу. Да? Если проблемы с социальными сетями, ну, не очень вы их любите, да, то есть пока ваш уровень до этого не дошел, можно использовать для приглашений мессенджеры. Если и это сложно, можно использовать то, что называется традиционные методы, то есть использовать голосовые, общение по телефону лично, либо личные встречи. И как ни странно, благодаря возможностям нашей платформы, вы людей, с которыми встречаетесь вживую, можете также приглашать вот на этот сайт, где идут наши вебинары, то есть наши презентации, и также люди будут переходить на этот сайт по вашей ссылке. Вот как технически это сделать, рассказано вот в уроке «Традиционные методы приглашения». То есть, понимаете, любой человек, вне зависимости от его компьютерной, скажем так, грамотности, может приглашать людей на презентации, которые мы проводим 2 раза в неделю в интернете. Вот на сайте, который я вам сейчас показываю. То есть очень простая, очень понятная схема, которая не требует каких-то глубоких изучений тех же социальных сетей. То есть все, что вам нужно, это быть зарегистрированным в какой-то одной социальной сети, которая вам больше нравится, и начинать в ней работать. И когда вы начнете в этой социальной сети работать, начнете что-то делать, вы уже поймете, зачем мне развивать эту социальную сеть, зачем мне приглашать туда друзей, зачем мне выкладывать контент. Вы это поймете сами. Потому что сколько человеку не говори, делай это, пока он сам не увидит необходимость делать это, он не будет этим заниматься. Но начиная работать по нашей схеме, а это работающая схема, то есть вы к ней подключаетесь. Просто подключаетесь и становитесь одним из человеком, который приглашает вот на этот сайт проведения вебинара. Очень важный момент, который вы также получаете в своем личном кабинете, это доступ к статистике. Вы можете видеть, работает ваше приглашение, либо не работает. Отдельный урок, вот когда вы уже поприглашали, посвящен нетворкингу. Об этом говорит и президент. Вот что такое нетворкинг, зачем его делать, как его правильно делать. Вот этому посвящены несколько уроков. Как развивать свои социальные сети. Вот, ну а дальше следующие шаги, которые вы выполняете, когда вы начнете активно приглашать вот на этот сайт с презентациями, люди будут заполнять вот эту форму, о необходимости заполнить которой, ну, регулярно говорит выступающий на презентации. Эти контакты будут прилетать к вам в личный кабинет, и в личном кабинете есть то, что называется такая мини-СРМ. СРМ – это очень популярная сейчас возможность вести новых клиентов, чтобы не забывать об этих людях, никуда там на листочках не записывать, перезвони этому, перезвони тому. То есть все это делается в рамках СРМ. И в личном кабинете у нас, да, есть такая мини-СРМ, которая позволяет обрабатывать заявки. Когда вы их первично обработали, то есть выкинули тех людей, которые по непонятной просто причине заполнили эти анкеты, остались только люди, с которыми нужно говорить, которых нужно закрывать. Да? А если у вас еще нет, все это в первую очередь делается для новичков, если у вас еще нет опыта закрытия, но у вас есть контакты человека, его имя и его телефон, вы просто обращаетесь к своему спонсору, и он начинает с ним грамотно разговаривать, либо к человеку, который вам может помочь. У нас таких людей очень много, и можно обратиться ко многим, и вам однозначно поможет. И если в процессе разговора с этим человеком он высказал желание продолжить с нами общение, ему выписывается точно такой же доступ к нашей обучающей платформе, и вот эта цепочка начинает двигаться уже для него. То есть один из мега плюсов того, что мы сделали, это, конечно, практически стопроцентная дублицированность, потому что схема простая, схема работающая, и двигаться по этой схеме, ну, может реально каждый. Ну, то есть каждый, кто хочет. Так, вот я сейчас смотрю, что тут вы пишете.
Фотобанк, ну да, это фотобанк с промо-материалами. Четкие мысли у кого? У меня утром четких мыслей редко бывает. Я вчера в половине второго лег. Президент вчера говорил о цифрах. Ну, наверное, да. То есть президент вообще у нас очень хорошо говорит. Посмотрите уроки. Вот уроки 2 и 3, в которых он рассказывает, как людей приглашать на презентации, как вести нетворкинг в социальных сетях. Это прям, ну, это сказка. То есть я это регулярно пересматриваю. Ну, это, во-первых, и мотивирует голос переводчика, прям очень такой приятный голос, прям получаю истинное наслаждение, когда все это послушаю. Ну и, конечно, очень много информации, которую нужно пересматривать. С первого раза не все и не всегда заходит. Поэтому, коллеги, вот то, что мы сделали. Еще раз повторюсь, это не набор каких-то разбросанных полезных вещей. Это не то, что многие говорят. Ребята, вот у нас есть обучающий курс, и мы приглашаем вас вот на этот обучающий курс. Ну, как вот сейчас многие приглашают? То есть все в основном приглашают на деньги, да? То есть на возможность заработка. А как вы можете зарабатывать? Чем вы можете новичку доказать, что он может зарабатывать? А вы ему говорите, а у нас вот есть обучение, которое это сделает. Вот смотри, видишь, у меня в WhatsApp тут заявки постоянно приходят, и ты будешь делать точно так же. Вот у нас тут есть курс. Чаще всего в этом курсе ни хрена не рассказано, как эти заявки получать. То есть там просто набор чего-то. Пример компании, с которой я, с обучающей платформой, которой я в первую очередь познакомился, да, там у них прям по-честному сделано. Вот хочешь наше вот это обучение, либо регистрируйся в компании, вот, либо покупай это обучение, не регистрируясь в компании. То есть, понимаете, люди приглашают в компанию не на продукт, даже не на маркетинг-план, а на то, что они как бы людям гарантируют то, что они их научат зарабатывать вот в этом вот своем курсе. А этот курс просто набор каких-то полезных все-таки вещей, но они как-то абсолютно не связаны. То есть даже там уроки, взятые вообще от чужих людей, он им понравился, и они его просто липанули в свой тренинг-центр. Потом с этой женщиной разговариваю, слушайте, ну а вообще как вы работаете? У вас тут вот никакой схемы, нифига. Она мне честно говорит, ой, а знаете, я вообще на все это плюнула. Вот у меня YouTube хорошо заходит, вот я там рассказываю что-то, и ко мне люди с YouTube идут. Я говорю, ну а зачем вот это вот все, вот это вот набор вот этого вот фигни, понимаете, которые людям надо будет учить. Зачем вы это все выдали? Ну так, ну это не я делала, ну это не я делала. Все, окей. Поэтому, коллеги, то, что мы сейчас сделали, это не обучение. Это работающая схема, к которой вы можете присоединиться и начать работать. Причем все действия, которые от вас придется, потребуется выполнять, это они очень простые. Очень простые. Мега подробные видеоуроки рассказаны, записаны. Вот теперь будем все-таки регулярно проводить вебинары обратной связи снова, потому что когда у нас был первый вариант платформы, я их проводил. Сейчас у нас вариант платформы 2.0. Я их тоже буду проводить. Начинать будем в 9 часов. Вебинар будет длиться ровно час. Вот сейчас я уже заканчиваю, да. А вот после часа я буду приглашать в комнату людей из нашего чата Vivasan Content, вот там, где мы это все счастье создаем, красивое. Потому что есть несколько слов, которые я хочу вам сказать, други мои, да. Вот, поэтому я сейчас скину в WhatsApp ссылку на комнату в Рестрим, и кто может, пожалуйста, заходите, потрендим, решим несколько вопросов. На этом, в принципе, первый такой эфир, который прошел как-то, но он прошел. Я буду заканчивать. Огромное спасибо всем. Сейчас скажу, сколько нас на данный момент. Да нас стало больше. Вот жаль, что в Facebook почему-то не пошло. Печалька. Вот нас стало больше. Спасибо вам всем, кто посмотрел, кто будет смотреть в записи. Вот, отдельное спасибо, кто сейчас у нас тут пишет комментарии в социальных сетях. Николай Васильевич, я понимаю, вы уже давно не спите. Спасибо вам тоже отдельное. Коллеги, если вам понравился эфир и вы считаете, что им можно поделиться со своими друзьями, нажмите, пожалуйста, кнопочку «Поделиться». Но если вы считаете, что это будет загрязнять вашу стену, то хотя бы лайк нажмите, это останется на моей стене, и никто это больше не увидит. Огромное вам спасибо. Если интересно, что мы делаем, пожалуйста, подписывайтесь на новости. Ссылка на подписку новости вы найдете в описании на страничке, где идет трансляция.
Я сейчас не могу это скинуть в чат, это у меня все на другом компьютере, в соседнюю комнату не побегу. А, Трансляция идет через сервис Restream из профессиональной версии. Я надеюсь, в следующую субботу я покажу, что может Restream и его Live Studio. Это просто жесть. Итак, коллеги, благодарю вас. Я сейчас делаю рекламную паузу. Где мои видео-то все? Вот они, мои видео. А еще вот такое у меня есть. Так, ссылочку я скинул на присоединение к комнате. Я ее скинул в наш WhatsApp-чат. Если сейчас кто-то присоединится из наших, то мы продолжим. Если не присоединится, то на этом как бы закончим нашу сегодняшнюю встречу. Странно, еще прямой эфир в Инстаграм идет. Я тогда включу демонстрацию экрана и еще раз покажу нашу обучающую платформу. Точнее, страницу регистрации нашей обучающей платформы. Я сегодня специально не стал рассказывать о лидерском разделе, это расскажу в следующий раз. Потому что кроме новичков, кроме людей, которые интересуются просто здоровым образом жизни, у нас есть раздел для людей, которые уже что-то достигли в компании. И этому посвящен отдельный лидерский раздел, который сейчас в стадии, так сказать, разработки. Так, вижу, никто не присоединяется. Наверное, все еще спят. Но, скорее всего, из-за того, что... Так, Татьяна пишет, что у меня еще 15 минут. Ладно, окей, тогда не буду больше никого ждать, потому что я начинаю в 9 часов для того, чтобы успеть спокойно прийти на работу, не опаздывать. Все, коллеги, всем спасибо, благодарю, что были. Еще раз повторюсь, если у вас есть какие-то вопросы, вы их можете писать в комментариях, я обязательно отвечу. Вот Марина, вы прям успели. Доброго дня, да, но мы уже заканчиваем. То есть, если вы состоите в нашем чате, ссылочку я кинул, можете подключиться в комнату. Так, вот кто-то подключился. Ольга, пожалуйста, включите камеру, потому что вот этот черный экран, который сейчас с вами ассоциируется, это как-то не совсем хорошо. Вот всех, кого я приглашаю в комнату, это люди, все-таки, которых хочется видеть и с кем хочется общаться, потому что читать я могу и в чате. Так, ладно, не буду больше никого мучить. Заканчиваем. Нажимаю кнопочку